Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Сергей Зайцев, и сегодня я буду заниматься установкой активного сабвуфера на автомобиль Renault Megane 3. Пока еще комплектующие мне не привезли, но я могу начать уже с разборки салона, подготовки к установке. Megane 3 довольно такой непростой автомобиль, много механической разборки, поэтому сегодня я вам покажу, что и где разобрать, и в каких местах необходимо будет подключиться, куда протянуть провода, ну и где будет установлен наш активный сабвуфер. Желаю всем приятного просмотра моего видеоролика, а я приступаю к разборке автомобиля. Итак, у нас открыт капот в автомобиле Megane 3. Под капотом мне будет необходимо установить предохранитель и проложить провод питания для активного сабвуфера. Для того, чтобы это сделать, необходимо будет разобрать подкапотное пространство. Необходимо снять все вот эти чехлы, вот это все хозяйство разобрать. То есть снять защитный вот этот чехол, открутить клеммы с аккумулятора, крепление аккумулятора, вынять аккумулятор, снять вот эти воздуховоды, открутить крепеж аккумулятора, снять воздушный фильтр. И после всего этого у меня появится доступ к уплотнительной резинке, через которую я смогу протянуть силовой провод. В салоне автомобиля мне необходимо будет снять порожек, сапожок. По порогу у меня пойдет силовой провод в сторону багажника. Здесь в сапожке необходимо будет найти провод АЦЦ, то есть провод включения аксессуаров. Это будет сигнальный провод для включения активного сабвуфера. Параллельно он пойдет с силовым проводом. Дальше необходимо будет снять задний порожек, задний диван. Провода пройдут опять-таки по порогу. В средней стойке необходимо будет подключиться к проводам, которые идут на задние динамики. Наш активный сабвуфер будет управляться, на него будет подаваться силовой сигнал, то есть с динамиков. Все провода мы сматываем в кучку и тянем дальше в багажник. И все провода выйдут вот в этом месте, и здесь будет установлен у меня сабвуфер. Еще один момент. Подключение к динамикам будет происходить с двух сторон. То есть правую сторону автомобиля, задний порог, среднюю стойку мне придется тоже разобрать, для того, чтобы подключиться к динамику с правой стороны. Провода, которые будут идти с правой стороны, я их пущу сначала по заднему порогу, потом они будут привязываться к штатным проводам, которые идут вдоль заднего дивана, скажем, внизу под ковром. То есть справа перетяну налево, и вот в этом углу все они выйдут. Пока все, приступлю к разборке автомобиля. Так, для демонтажа пластикового порожка необходимо снять резинку уплотнительную. Такой ковырялочкой можно поддеть, и дальше отщелкиваем порожек, держится он на клипсах. Можно также помогать, скажем, таким вот инструментом поддеваем и порожек отщелкиваем. Так, вот, пошло. Дальше порожек, чтобы снять, необходимо снять вот эту среднюю стоечку. Она находит на порог. Держится тоже на клипсах. С этой стороны тоже необходимо снять резинку. И легким движением поднимаем вверх. Все, средняя запчасть снята. Дальше этот порожек у нас состоит из двух частей. Задняя часть порога находит наверх передней части. Поэтому необходимо снять сначала задний порожек. Опять-таки снимаем уплотнительную резинку. Сиденье необходимо сдвинуть вперед. Вот. Так, вот у нас пластиковая гаечка. Ее откручиваем. Пробую тут разъединить эти порожки. Они цепляются один за один. Вот, есть. Разъединил. Теперь этим инструментом выщелкиваю металлические клипсы. Тут у нас вот эта пластиковая деталь заходит наверх порожка. Значит, ее тоже необходимо снять. Вот. Разъединил, демонтировал эту запчасть. Теперь у нас здесь еще один фиксатор. Красненькая клипса. Вот. Есть. Снимаем заднюю часть порога, ремень продеваем через щель.
Вот видите, провода штатные идут. Вдоль этих штатных проводов я буду приматывать провода, которые будут идти на сабвуфер. Массовый провод я прикручу либо под этот болт, либо под этот. Все будет зависеть от того, какая длина будет у массового провода. Перейду теперь к снятию, демонтажу переднего порожка. Передний порожек уже отщелкнут, то есть я его уже просто вынимаю. Вот порог уже почти разобран. Теперь необходимо снять вот этот треугольничек. Сапожок так называемый. Для того, чтобы снять сапожок, необходимо снять вот эту ручку капота. Для того, чтобы ее снять, надо ее поддеть и потянуть в сторону. Вот так вот. То есть поддел в эту сторону вовнутрь салона. Стягиваем ее, она снимается. Теперь снимаем сам сапожок. Держится он опять-таки на всех клипсах. Вот 3 клипса металлических. Все, сапожок демонтировал. Провода пойдут у нас вот вдоль штатных. Сейчас я найду провод, на котором будет появляться 12 вольт. В данном автомобиле они появляются при открывании любой двери. Автоматически включается уже, подается питание на аксессуары. Дело в том, что по-другому будет, скорее всего, проблематично подключиться, потому что магнитола у нас встроена. И, скорее всего, на ней не будет такого провода, который как бы подает питание и на который можно подключиться. Поэтому придется взять управление с провода, который идет на аксессуары. Вот этот жгут проводов у нас идет в заднюю дверь. Провода на задний динамик идут скрученные в витую пару. Сейчас я немножко жгут освобожу от изоленты и покажу вам, каким проводам необходимо будет примотаться. Вот витая пара, 2 провода, зеленый с коричневым и розовый с коричневым. Эти провода идут у нас на задний левый динамик. Аналогично необходимо будет разобрать заднюю часть автомобиля с правой стороны, чтобы был доступ к проводам заднего правого динамика. Там же будет витая пара, возможно, другого цвета. И необходимо тоже будет подключиться к ним и притянуть провода на левую сторону. Вот жгут проводов, который идет на правую сторону. Вдоль этого жгута будут примотаны провода, которые будут идти с правой стороны. Здесь все провода соединятся в один жгут и пойдут к заду, к самому сабвуферу. Итак, для поиска сигнального провода мне необходима светодиодная контролька. Провод я буду искать вот в этом жгуту, который замотан белой изолентой. На этом проводе должны появляться 12 вольт после того, как будут открываться двери. Либо машина будет сниматься с охраны. При постановке в охрану на этом проводе питание будет пропадать. Так, для поиска мне необходимо опять-таки доступ к этому жгуту. Для этого я немножко его распущу. Значит, контролька у меня с 2 светодиодами. То есть, если на проводе масса, он будет светиться белым. Если на проводе плюс, он будет светиться оранжевым. Проверить, силовой провод это или не силовой. У меня на контрольке есть кнопочка, которая включает дополнительную нагрузку в виде 2 лампочек. Мы видим, что у нас плюс, но этот плюс может быть сигнальным. Для того, чтобы убедиться, силовой это провод или нет, я нажимаю кнопку. У меня засвечиваются 2 лампочки. Если этот плюс не тухнет, лампочки светятся, это говорит о том, что этот провод силовой. У меня сейчас автомобиль закрыт. Вот видим, на этом проводе у нас сейчас минус находится. Теперь я взял карточку, метку. Нажимаю кнопку снятия с охраны. Вот, у меня появился сигнал плюс. Проверю, силовой или нет. Лампочки светятся, значит это силовой провод. К этому проводу я могу примотать провод управления включением сабвуфера. Видите, тут заводская спайка, розовый провод идет. То есть она в этом месте вторая спайка есть, но там более толстые провода. Достаточно к тонким. Подключиться нам этого провода хватит. Он у нас все равно сигнальный, не силовой. В этом месте будем подключать провод управления сабвуфером. Его включение. Дальше хочу показать, куда я буду прокладывать силовой плюсовой провод. Вон у нас есть резиновая заглушка, через которую я буду прокладывать силовой провод, плюсовое питание. В этой заглушке необходимо будет проковырять отверстие, чтобы просунуть провод. Итак, приступаем к разборке моторного отсека. Первым делом откручиваем все ненужное, чтобы его вынять потом в итоге. Машина, я говорил, не очень удобная в работе. Даже вон клемму открутить и то неудобно. Придется, наверное, верхний откручивать. Гаечки наживлю назад, чтобы не потерялись. Опа, отстегнул. Далее необходимо разобраться с этими прибамбасиками. Оп. Вот этот кронштейн необходимо открутить. Головка на 8. Так,
открутили. Теперь я извлекаю аккумулятор из своего места. Опа. Так, тут что-то клиенты дорабатывали. Это явно не родное. А дальше необходимо вот этот вот держатель аккумулятора отсюда убрать. Сейчас я откручу все, что прикручено к этому коробу. Два болта. Здесь болт. Здесь гайка. Болт. Два болта внутри. Это все отстегиваем, убираем. И после всего отстегиваем все провода, которые пристяжены к этому коробу. И потом извлекаем этот короб. Потом отстегиваю здесь разъем расходометра, откручиваю болты и вынимаю вот этот вот фильтр. Для того, чтобы компьютер не мешал, необходимо снять с него все разъемы. Фиксатор нажимаем, поворачиваем этот серенький фиксатор. Оп, и разъем выходит. О, есть вот один. Дальше следующий. Оп. И еще один. Так, вот. Компьютер-двигатель демонтировали. Так, дальше еще у нас есть винты, которые тоже необходимо выкрутить. Здесь я открутил. Этот провод снимаем. Эту коробку вынимаем. Так, с торца тут пристяжен провод. Сейчас я попробую оттуда отщелкнуть. Вот, освободил. С этой стороны тоже провод пристягнут. Необходимо его отстегнуть. Иначе коробку эту я не вытащу. О, есть. Все, что держит коробку, все это надо отсоединить. С этой стороны тоже разъемчик. Внизу вот там тоже вот провод от компьютера, тоже он держит. Тоже необходимо его отстегнуть. Продолжаем раскручивать. Итак, наконец-то я снял этот крепеж держателя аккумулятора. Вот эти провода, они очень крепятся за него и малоподвижно, не дают вытащить короб. Вот есть крюк тут такой, он входит в короб прямо. Этим крюком держит, не дает его вытащить. Следующим делом надо снять вот эту коробку. Для этого отсоединяем расходомер воздуха. О! Сняли разъем. Раскручиваем хомут, откручиваем болт и пробуем его вытащить оттуда. Все, я, кажется, все открутил. Теперь мешает мне еще вот этот воздуховодик. Надо будет его где-то разъединить в этом месте. Итак, друзья, я разобрал. Вон наша резинка, штатная заглушка, через которую необходимо будет просунуть силовой провод. Как раз я разобрал, и мне привезли установочный комплект для сабвуфера. В него входит силовой предохранитель с силовым проводом, массовый провод, провод на динамике и RCA провод, который мы использовать не будем с тюльпанами. Вот. И вот синий провод сигнальный для включения сабвуфера. RK208 модель. И сам сабвуфер, активный сабвуфер XICQ 300BA. Распаковываем комплект, извлекаем из него все нам необходимое. Все, вот все провода. Этот провод нам не нужен. Это управление включением сабвуфера. Провод с предохранителем, плюсовой, массовый провод. Клемки, крепления, саморезы. Клемма для подключения сабвуфера. Ну что, попробуем все это дело размотать и начнем с прокладки силового провода. Изначально я выйму предохранитель. Так, предохранитель у нас на 40 ампер.
Вот этот плюсовой провод будет у нас крепиться под штатный болт. Сам предохранитель буду размещать где-то невдалеке от этих коробок. Он где-то будет здесь. И далее провод опущу вниз по штатным проводам, поведу его в ту сторону и заведу в салон. Так, я просунул протяжку из салона автомобиля в подкапотное пространство. У нас здесь две резинки. Пришлось проковырять отверстие в двух резинках. Силовой провод я примотал вот к протяжке. И для лучшего скольжения я его смазал литолом, чтобы он не оборвался при прохождении через резинки. Провод я примотал. Попробуем его затянуть в салон. Я его помазал, он так чудесно уже вот прошел в салон. Теперь я вытягиваю всю длину, которую мне необходимо забрать. О, есть. Возвращаемся теперь под капот. Вот наш провод. Немножко надо его вернуть назад. Я говорил, что я его буду фиксировать где-то здесь. Мне теперь вот этот вот отрезок провода необходимо уложить в пластиковую гофру, для того, чтобы предотвратить его перетирание. Беру вот такую пластиковую гофру и одеваю ее на провод. Для того, чтобы она сейчас не спала, я край обмотаю изолентой. Использую изоленту 3М, которая очень хорошо клеится. Периодически подматываю, перематываю эту гофру, чтобы она не спала с провода. Тем самым мы предохранились от механического повреждения толстого силового плюса, чтобы вдруг чего не произошло никакого возгорания при замыкании его на корпус автомобиля. Сам провод теперь я пристяживаю к штатному жгуту. Для этого использую пластиковые хомуты. Пристяживаю с интервалом, чтобы провод не провисал от штатного жгута далеко. Все, провод в салон у нас проложен. Теперь я откусываю эти хвостики. И под капотом можно приступить к обратной процедуре сборки подкапотного пространства. Для откусывания хвостиков используем бокорезы. Итак, мужики и девушки, я собрал подкапотное пространство. Вот этот предохранитель будет закреплен вот здесь пластиковой стяжкой. Здесь будет устанавливаться крышка, и предохранитель как бы даже не видно и ничему не мешает. На данном этапе я с него снял предохранитель, так как провод питания я уже подключил. После того, как я подключу все провода к сабвуферу, я сюда верну назад предохранитель. Плюсовой провод я примотал штатной клемме. На эту же клемму примотался провод с аккумулятора. Приступаем к прокладыванию проводов внутри салона и подключению этих же проводов. Так, у меня вовнутрь автомобиля зашел толстый силовой провод плюсовой. Сейчас я его там уложу и пристяжу к штатной проводке. Дальше я его пущу вдоль штатного жгута. Попутно я примотаюсь к розовому проводу, примотаю вот этот синий провод, и у нас уже два параллельно провода пойдет назад. Приматываем голубой провод к нашему розовому проводу. Зачистил розовый, теперь ножом попадаю примерно в серединку, его немножко распушиваю, делаю отверстие. Теперь зачищаю синий провод стрипером, всовываю в это отверстие образовавшееся, то есть закручиваю его вокруг. Этот провод теперь никуда отсюда не денется. Изолируем черной изолентой. Так, на этом проводе сейчас у нас, возможно, может быть плюс. Поэтому, как видели, я второй конец этого провода примотал к красному и заизолировал там его, чтобы он, не дай бог, нигде не замкнул. Жгут назад заматываю, ну, правда, уже черной изолентой. Была белая, теперь будет черная. Место соединения врезки обязательно заматываю изолентой. Во-первых, чтобы его не было видно. Во-вторых, это дополнительная защита от, скажем, раскручивания изоленты, которой была замотана скрутка, и от механического повреждения самой скрутки. Так, возвращаю жгут на его место. Было немножко вот там. Теперь красный провод вытягиваю дальше. Сматываю эти два провода вместе. Перематываю примерно через 10 сантиметров. Пока хватит. Дальше у нас добавятся еще провода. Так, теперь здесь я отщелкнул две клипсы пластиковых. Этот провод теперь могу пристяжить к штатному жгуту. Опять-таки берем пластиковые хомуты. Ими будет немножко тут удобнее, чем заматывать этой изолентой все. Итак, вот наша витая пара.
Это сигнальные провода для заднего динамика. Я немножко раздвинул провода, чтобы здесь можно было сейчас примотаться, включиться. Из комплекта у нас двойной провод есть, акустический. Сейчас я один из концов его примотаю к этим проводам. Необходимо будет запомнить, какой провод к какому я примотал. Допустим, здесь один идет прозрачный, а второй прозрачный с красной полоской. Прозрачный с красной полоской я примотаю к розовому с коричневой полосой. А прозрачный примотаю к зеленому с коричневой полосой. Для того, чтобы фазировку не нарушить. Стрипером зачищаем. Очень нужный инструмент в работе автоэлектрика. Делаю ножом дырочку. Так, взял прозрачный. Просовываю его в образовавшуюся дырочку. И теперь заматываю провод вокруг провода. Получилась скрутка. Теперь ее надо заизолировать изолентой. Аналогично будет сделан второй провод. Так вот, заматываем ее назад изолентой. Было как родное. Теперь приматываем к этому жгуту наш силовой толстый плюс. Вместе с сигнальным плюсом. Вот. Теперь подматываем опять-таки эти провода все вместе. Получается уже вот такая вот у нас проводка. И сильно не тороплюсь. Много не приматываю. Теперь просовываю протяжку сюда. Сюда у нас идет теперь провода. Сюда же мы тянем этот длинный провод двойной. Здесь откусываю все хвостики и возвращаю обшивку назад. Вот эти клипсы вставляем. Так, все. Эта часть у нас собрана. То есть можно уже даже поставить передний сапожок. И даже можно поставить переднюю часть порога. Так, все на клипсах. Можно назад вернуть уплотнительную резинку частично. Еще будем вставлять назад среднюю часть стойки. Дальше укладываем этот провод вниз. Пристяживаю его к штатному жгуту пластиковыми хомутами. Теперь в этом месте необходимо сделать разветвление вот этого белого акустического провода. Необходимо найти его второй конец и пустить его на правую сторону. Но перед этим мне еще необходимо ее разобрать. Приступаю к разборке правой стороны автомобиля. Разбираем вторую сторону. Для этого изначально надо снять вот эту среднюю стоечку. Зачищаем этот провод и приматываем его. Так, а теперь немножко подравниваем. Задираем этот ковер. И просовываем на ту сторону протяжку. С этой стороны пытаюсь поймать свою протяжку. Для этого также задираю эти ковры. И вот она, моя протяжка. Так. Вот наш проводок. Теперь мне этот провод необходимо будет с этой стороны. Поэтому сейчас вытяну сколько-нибудь этого провода с запасом. И буду подсоединяться с правой стороны. Вот наш жгут проводов. Немного срезаем изоленту, чтобы добраться до наших проводов. Вот очередная витая пара с правой стороны. Белый с коричневой полосой и бежевый с коричневой полосой. Здесь мы подключаем наши вот эти провода. Соблюдаем фазировку. Прозрачный с красной полосой приматываем к бежевому с коричневой полосой. Ну а прозрачный просто к белому с коричневой. Итак, я подключил акустический провод с правой стороны. Примотал. В передней части автомобиля я его там уже уложил, закрепил. Уложил как бы в задней части. Теперь у меня есть здесь вот такой жгут. Вот мой провод. Я его сюда завожу. Здесь я его сейчас пристяжу к штатному проводу. И еще одной стяжкой закреплю его вот здесь. Я провод закрепил. Теперь у меня вот есть петелька. Вот я могу потянуть с той стороны. И точно так же я теперь могу с левой стороны его вытянуть. И натянуть. Провод будет идти у меня вдоль штатных проводов. То есть вот эта петелька сейчас выровняется и уйдет на левую сторону. Вот этот запасик, он, пока я его оставил, может когда-нибудь в дальнейшем пригодиться. В случае обрыва проводов или еще чего-нибудь. Вот я потянул, провод натянулся. Теперь с этой стороны я вот также пристяживаю к штатной проводке, которая идет на ту сторону. И у меня получится уже
как бы вот такая вот конструкция. Два акустических провода, один силовой и один сигнальный провод. Могу объяснить, почему я сделал именно вот так. Как видите, акустический провод длинный. И для того, чтобы рассчитать провод, можно было, конечно, порезать его пополам. Ну и осталось в итоге бы два кусочка коротких. А так у меня останется, допустим, целый вот такой кусок. Его еще можно куда-нибудь будет использовать. Ну, это с точки зрения экономии. Ну и во-вторых, как бы мне не пришлось рассчитывать, там хватит длины провода, не хватит. Я его потянул сколько мне надо и все. А так, если промахнулся, пришлось бы наращивать. Ну вот, есть 5 коса небольшая. Продолжаю укладывать ее вдоль штатной проводки. Вот, еще немножко уложил. Теперь мне где-то в этом месте необходимо подключить еще массовый провод. Кусок массового провода, который был в комплекте. С одной стороны у него уже есть клемма, которая будет подключаться к усилителю. А с этой стороны мне необходимо обжать массовую клемму вот такую. Для этого сейчас я его опять зачищу. Вот таким вот хитрым инструментом обожму эту клемму. Клемма обжата. Клемка большая по диаметру относительно этого провода. Поэтому я на проводе сделал петельку, в 2 раза согнул, чтобы увеличить площадь соприкосновения. Сейчас попробую открутить один из болтов лежащих и прикрутить эту клемму под болт. Диаметр болта немного больше, чем диаметр клемки, поэтому клемку придется немного рассверлить. Или же можно сделать по-другому. Можно ее раскусить бокорезами, разжать немножко, чтобы увеличить отверстие. И потом ее одеть на этот болт и зажать. Вот я накрутил клемму на болт. Теперь, как мы видим, здесь у нас крепление сиденья и вырублено большое отверстие. При накручивании болта эту клемму может обрезать вот этими кромками. Поэтому, чтобы это не произошло, я взял шайбу, которую подложу под клемму, чтобы клемма никоим образом не передавливалась при затяжке болта. Вот. Массовая клемма у нас прикручена. Теперь этот проводок пристяживаю к дополнительным проводам. Здесь я их сматываю. И вот эту всю мочалку я буду просовывать вот с этой стороны крепления сиденья. Буду выводить провода в сторону багажника. Для дополнительной защиты наших проводов от механического повреждения в переходе между салоном и багажником я решил их защитить еще дополнительной гофрой, чтобы они при переходе нигде не перетирались ни об какие металлические поверхности. Клиент попросил провода сделать как можно длиннее, чтобы при необходимости сабвуфер можно было переместить в багажнике с одного места в другое. Поэтому все провода мы будем делать по длине массового провода. Это максимальная длина, которая у нас есть в данного комплекта. То есть вот этот кусочек провода просто откусится. Так, есть провода в багажнике. При прокладке провода немного тут мало было места. Крепление сиденья не давало просунуть провода за счет своей толщины. Провода жгут получился толстый. И расстояние между сиденьем и кузовом автомобиля получилось немного меньше, чем толщина, диаметр наших проводов. Поэтому пришлось немного сиденья открутить, проложить провод, а потом прикрутить его назад. Вот наш активный сабвуфер. Kix, диаметр, наверное, 30 динамика. Сабвуфер у нас активный. Вот стоит усилитель, разъем подключения. Можно было его подключить от линейного выхода с магнитолы, но в данном автомобиле линейного выхода в штатной магнитоле нету. Поэтому пришлось подключаться задним динамиком. И на усилителе будем использовать силовое подключение, силовой вход. Здесь у нас будет подключение плюс, масса и вот этот синий проводок, сигнальный провод включения усилителя. Ну, соответственно, есть настройки усилителя. Еще есть переключатель фазировки переключения сабвуфера, то есть 0 градусов или 180. Ну что, приступим к подключению сабвуфера. Провода у нас уже в багажнике. Длина у нас вот не сильно длинная, поэтому придется, возможно, даже подключать его с салона. Вот остался кусок провода длиной метра 3, наверное. Даже 4 метра. С этого куска вполне хватит еще протянуть куда-нибудь на динамик, то есть в дверь. То есть в хозяйстве пригодится. Зачищаю провод плюсовой. Буду на него обжимать клемму для подключения его к усилителю. Также делаем как минусовой. Загибаем 2 раза. Обжимаем. Есть. И
еще синенький. На синий тоже необходимо одеть клемку, но в комплекте клемма была точно такая же, и она по диаметру очень толстая для этого провода. Поэтому я сейчас возьму клемку из своих запасов и обожму на этот провод. Ну, теперь необходимо все это прикрутить к сабвуферу. Для удобства монтажа я немножко сабвуфер поднял. Производим подключение усилителя. Откручиваем винтик. Немножечко согнуть. Включаем массовый провод. Подписан он как ГНД. Дальше. Синий провод на контакт РЭМ. Красный подключаем к плюс 12. Так, вот у нас подключена силовая часть. Теперь необходимо подключить эти провода, которые пришли у нас от динамиков. Помните, там мы пытались запомнить, какой провод куда. Так вот, здесь надо их также подключить одинаково, как и там. То есть этот красной полосой мы подключаем к красному, этот к черному. В принципе, левый, правый здесь особого значения не имеет. Не обязательно запоминать, какой с правой стороны, какой с левой. Главное, чтобы сигналы пришли на усилитель. И фазировка, главное, чтобы была одинаковая. И аналогично второй канал. Динамик у нас все одно один в сабвуфере, поэтому левый, правый канал, ему без разницы какой слева, какой справа. Главное наличие сигнала. Все, основные подключения у нас сделаны. Я могу теперь включить сабвуфер, проверить, как он работает. Изначально выставлю небольшие значения. Да, вот верхний регулятор — это регулировка частоты пропускания динамика. Ну, как для меня, то чем ниже частоту он пропускает, тем лучше. Не будет большого гудения. Потому что здесь от 50 Гц до 200 Гц. Низкочастотный динамик должен воспроизводить низкую частоту, то есть 50 Гц. Ну, как можно ниже, тем лучше. Тем вы будете ощущать глубину низких частот. То есть они будут резкие, но качать будет хорошо. Сейчас попробуем включить и послушаем. Здесь мы все подключили. Сейчас я его поставлю на его место предполагаемое. Остался маленький штрих — вставить предохранитель под капотом. И после всего этого перейдем к проверке работоспособности данного сабвуфера. Итак, я произвел еще небольшую доработку конструкции крепления проводов. Дело в том, что если сабвуфер будет прыгать по багажнику, то все вот эти силовые провода могут просто оборваться. Для того, чтобы этого не произошло, я изготовил вот такой хомут, который фиксирует провода и не дает им никуда деться. И закрепил его двумя саморезами. Теперь это все дело никогда в жизни не оторвется. Так, все, могу теперь его поставить. Опа. И пойти включить музыку. Для того, чтобы его включить, необходимо вставить предохранитель. Для вставления предохранителя раскручиваем одну гайку. Так, вставляю сюда. Здесь есть такая прорезь. То есть как попало, его не вставите. В этом стекляшке есть также выступ. То есть нужно попасть, чтобы это все. И назад закручиваем гаечку. Пока его ложим, можем пойти проверить работоспособность нашего сабвуфера. Так, сабвуфер уже работает. Вот вибрация есть динамика. Громкость работы сабвуфера будет зависеть от выходной громкости, подаваемой на динамике. То есть если вы уменьшили громкость на задних динамиках, соответственно у вас и уменьшится громкость работы сабвуфера. То есть это есть основной недостаток подключения сабвуфера к задним динамикам. Нет отдельной регулировки громкости сабвуфера. Попробуем проверить работоспособность нашего сабвуфера. Видишь, как он лопает? Итак, как мы видели, наш динамик работает. Бухкает, создает шум, вибрацию в автомобиле. Это все, конечно, на любителя. Кто любит громкую музыку, чтобы кишки выворачивало наизнанку, для этого необходимо сабвуфер. Чем он больше, чем мощнее усилитель, чем ниже частота, тем больше будет колебать ваш организм. Итак, работоспособность сабвуфера я проверил. В качестве настройки, то это опять-таки все индивидуально. Работа сабвуфера еще зависит от качества музыки, от воспроизводимых частот магнитолы.
Ну и, конечно, самого сабвуфера. Этот сабвуфер хорош по своим характеристикам. У него достаточно большой динамик. Он компактный. В нем встроенный усилитель. В плане монтажа довольно неплохой вариант. Нет необходимости ставить дополнительный усилитель, если вы покупаете пассивный сабвуфер. Намного все выходит аккуратней. Меньше проводов. Меньше занимает место в багажнике автомобиля. На сегодня буду заканчивать свой видеообзор. Сабвуфер я проверил. Сабвуфер работает. Теперь я приступлю к сборке автомобиля. Разборку я вам показал, последовательность, что зачем снимается. Теперь в обратной последовательности надо все собрать. Останется мне еще закрепить предохранитель, который у меня находится под капотом в этом автомобиле. Я его закреплю пластиковыми стяжками, проводам, которые там же идут. Кому было интересно, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я буду снимать и дальше новые интересные видео. На этом все. Пока. До новых встреч.